Фильм про Алексея Навального получил «Оскар». С одной стороны, это ожидаемо, многие ставили именно на него. С другой стороны, в номинации был украинский фильм о детях, ставших сиротами в результате российской агрессии на Донбассе. То есть победа Навального – это не вопрос конъюнктуры, а действительно потрясающая история. Прежде чем перейти к сути, надо упомянуть, какой эффект эта победа окажет на самолюбие путинского режима. Лучший документальный фильм – не чужая нам номинация. Она появилась в 1941 году, и тогда статуэтка досталась советскому фильму о контрнаступлении под Москвой. Спустя 82 года приз получил не российский фильм, но фильм о России в лице ее главного оппозиционера, в лице того, кого нельзя называть. Все путинские годы – это маниакальный поиск поводов для гордости. Поиск признания и одобрения, причем не от Ирана, Китая или КНДР, а от стран развитой демократии. Кто застал победу Димы Билана на Евровидении 2008-го, тот не забудет никогда. Это было практически второе взятие Рейхстага. Мы помним, с каким фанатизмом готовилась Сочинская Олимпиада. И дело даже не в ушедших на нее 50 миллиардах долларов, что по некоторым оценкам превышает бюджеты всех зимних Олимпиад вместе взятых. Но тогда половина правительства буквально жила на стройке. Настолько важны были эти 2 февральские недели. Настолько важно было показать всему миру, как мы умеем встречать гостей. Или взять допинговый скандал на той же Олимпиаде. Ведь это по-настоящему впечатляет. Какую систему подлога пришлось построить? Какой намутить заговор, достойный лучших детективов в мягкой обложке? И все чтобы что? Чтобы занять первое место в неофициальном командном медальном зачете. Казалось бы, кто вообще вспомнит эти результаты спустя неделю после Олимпиады? Вы знали, например, что в прошлом году первое место по медалям в Пекине заняла Норвегия? А она заняла. Вот ради такой минутной гордости России как спортивной юрисдикции пожертвовали в 2014 году. Помните знаменитую историю с Путин-бургером, когда якобы какое-то нью-йоркское кафе ввело в меню бургер имени Путина? Даже не в том дело, что эта история была полностью сфабрикована от начала и до конца, и никакого Путин-бургера не существовало. Но даже если бы существовал, в Штатах сотни тысяч кафе, ресторанов, баров и закусочных всех мыслимых форм и видов. Может, где-то в меню и есть путинский бургер, сталинский борщ и салат по-ленински. Но история это не о фабрикации. Она о провинциальном тщеславии, о надежде на признание от больших важных людей. На самом деле это очень советская черта, когда в одной голове без проблем помещается ненависть к Западу и поклонение ему же. Агрессия по отношению к Западу преследует цель не столько навредить, все в глубине души понимают, что силенок навредить не хватит, но преследует цель скорее привлечь к себе внимание, чтобы снова журнал Time вышел с Путиным на обложке, и пусть это будет Путин, пожирающий младенцев. Главное, чтобы он там был. Сейчас изо всех стволов пропаганды будут вещать о том, как скатился Оскар, как он никому не нужен, как его захватили политиканы и враги России. Понимать это надо как инфантильную обиду. Ах так? Ну и ладно, мы сделаем свой Оскар с блэкджеком и сопутствующими услугами. Хотя прекрасно все понимают, что при всех скандалах и проблемах с рейтингами, несмотря на неоднозначный подход к оценке номинантов, Оскар остается Оскаром, высшим признанием кинематографических заслуг. Обладатели Оскара навсегда входят в историю и занимают место в пантеоне голливудских, то есть мировых звезд. Все понимают, что если бы хвалебный фильм про Путина попал бы хотя бы в номинацию, это был бы день национального триумфа. Церемонию бы транслировали по всем каналам, на всех городских экранах, а публика в студии у Малахова и Соловьева еще 2 месяца источала бы липкий восторг. Сегодня такое признание получает Навальный. Человек, которого планировали просто вычистить из человеческой памяти. Путин целый год идет по дороге поражений и унижений, а антипутин получает почет и признание. Все это в первую очередь чертовски приятно. Я бы хотел посвятить эту награду Алексею Навальному и всем политическим заключенным во всем мире. Алексей, мир не забыл твое жизненно важное послание всем нам. Мы не можем, мы не должны бояться противостоять диктаторам и авторитаризму, где бы он ни возникал. Но есть и сущностная часть истории. За минувший год Россия получила тяжелейший удар по репутации. Да, многие западные политики и лидеры мнений совершенно разумно говорили, надо отделять путинский режим от России и ее граждан.
За конкретные преступления должны нести ответственность конкретные люди. Нельзя допускать дискриминацию по принципу гражданства. Это правильные декларации, но в настоящем мире они не всегда работают. Спустя почти 80 лет с конца Второй мировой войны в диснеевских фильмах половина злодеев до сих пор с немецким акцентом разговаривают. Что бы ни говорили политики, но какая-нибудь чешская паспортистка, небольшой чиновник, ответственный за рассмотрение ВНЖ, они все живые люди. Все они смотрят новости и видели Бучу. Если посмотреть на нашу страну извне, глазами обычного американца или итальянца, читающего свои СМИ, то за этот год Россия стала вторым Афганистаном. Все новости, которые она поставляет, это хроники кровавого безумия. Это просто какое-то средневековье, наполненное убийцами, разбойниками, оборванными и голодными солдатами, идущими в самоубийственные штурмы и терроризирующими мирное население. То братские могилы, то похищение детей, то пыточные подвалы, то расстрел пленного. Каждый день новости с войны переворачивают базовые понятия о морали и человечности. Невозможно винить внешнего наблюдателя в том, что он начинает считать всех русских первобытным племенем. Именно так мы и выглядим в его глазах. Фильм «Навальный», он не только о Навальном. В первую очередь, это фильм о том, что есть другая Россия. Не Россия Пригожина, Кадырова и Марии Захаровой. Не Россия боевиков, позирующих с черепами, и мародеров, ворующих стиральные машины. Не страна насильников и убийц, принадлежащая Путину. Но Россия, в которой смелые люди борются за свободу для всех. Борются, рискуя очень многим. Борются против упырей, у которых руки по локоть в крови. Упырей, которые ни перед чем не останавливаются. Упырей, которые, конечно, получили звонких звездюлей, столкнувшись с вооруженным мотивированным противником, но с безоружными гражданами они могут сделать и легко сделают все, что угодно. Они могут посадить, убить, отобрать детей, арестовать семью, разрушить бизнес, уничтожить карьеру. Люди, захватившие власть в России, за последние годы множество раз доказали, что они не обременены ни законом, ни понятиями, ни моралью в любом ее виде. Именно эти люди развязали самую кровавую войну в Европе с 1945 года. Они с ухмылкой, шуткой и прибауткой рассуждают о потерях в этой войне. Мы лучше уж от пули, чем от пьянки. Человеческая жизнь для них официально мусор. Эти люди содержат необъятный аппарат насилия. Они создали правовую рамку, в которой любая протестная активность – это преступление, которое карается сроком, как за двойное убийство. Но даже в таких условиях, даже понимая, с какими отморозками придется иметь дело, люди протестуют. Создают и поддерживают гражданские инициативы и независимые СМИ. В российском гражданском обществе появился лидер таких личностных качеств и такой стойкости, что он остается главным врагом режима, открыто против него высказывается, даже находясь в тюрьме, где с ним могут сделать все, что угодно. Буча и Мариуполь – это отражение путинской России, единая аттестация четверти века единоличного правления. Это Россия, которая не может быть стороной переговоров, а должна давать показания. Фильм «Навальный» – напоминание для всех, что есть и другая Россия. Россия, граждане которой не заслужили дискриминации. Россия, с которой можно и нужно разговаривать и договариваться, интересы которой нужно учитывать. Потому что интересы эти совершенно совпадают с интересами человечества как вида. В наших общих интересах, чтобы эта Россия была видна, чтобы с ней знакомились политики, избиратели, чиновники. Все, кто принимает решения, кто на них влияет и кто их выполняет. Да, лучший документальный фильм не самая топовая номинация, но «Оскар» есть «Оскар». Фильм, получивший «Оскар», посмотрят в разы больше зрителей. Его будут продвигать стриминговые сервисы, о нем будут писать, а значит, все больше людей поймут, что Россия – это не кровавая орда, которая пришла в обносках в Европу, чтобы разрушить цивилизацию. Это нормальное общество, власть над которым захватили упыри. Что за 20 лет до того, как обломать зубы в Киеве, Путин успешно захватил Москву. Что режим его, чем дальше, тем больше, ведет себя как оккупационная администрация. Что война эта не происходит от какого-то общественного запроса. Ничто в нынешнем поведении Путина не отражает чаяния избирателей. Просто 150 миллионов людей находятся у него в заложниках. Не надо стрелять по заложникам. Надо передавать им еду, воду и по возможности помочь скрутить террориста, когда тот отвернется. Фильм «Навальный» это чудесно демонстрирует. Он показывает реальную степень общественного антагонизма и методы, которыми режим борется с обществом.
Русские для мира не опасны, зато Путин еще как опасен. В этом главная мысль. Она читается из фильма, и мы должны ее использовать. Поражение режима не станет поражением страны, совсем наоборот. Так страна вернется в норму, к состоянию, в котором война с Украиной немыслима. Норма эта существует. Есть люди, которые за нее борются в реально опасных для жизни условиях. И очень хорошо, что эту норму, этих нормальных людей, нормального лидера с человеческим лицом, сейчас увидит намного большая аудитория, чем было бы без «Оскара». Поздравляем команду фильма, съемочную группу, всех, кто его делал. И поздравляем, конечно, Алексея Навального. Это, правда, важная и вдохновляющая победа. До завтра.